Всем здравствуйте! В этом видео я хотела бы рассказать и показать вам, как и из чего я делаю формы для плетения вот таких желудей. Для основной такой чаши и для шапочки, для шляпки. Раньше я плела эти желуди без формы. Для основания, для основной чаши я использовала вот такую баночку. То есть я оплетала эту баночку, оплетала, доходила до самой широкой части, баночку убирала, потом стоечки немножечко направляла к центру, они подсыхали, и уже оплетала эту часть я без формы. Ну а шапочку я совсем плела без формы, примерно подгоняя ее под основание желудя. Но когда заказов много и все желуди нужны одной формы, одного размера, то, конечно, лучше использовать шаблон. Как я это делаю? Сейчас покажу вам. Так, вот я использую вот такой шаблон, который я сделала из картона. Это основание, и к основанию приклеены вот такие ребра, которые создают направляющие и объем, показывают форму. Для начала что нужно? Я вырезаю вот такой кружок. У меня диаметр 13 сантиметров. Этот кружок равняется вот нашему верхнему основанию. Верхнее основание 13 сантиметров, нижнее основание у меня 5 сантиметров, высота вот это 18. Вот до этого момента, до расширения 11 сантиметров, и вверх без расширения еще 70 сантиметров. Итак, я вырезаю вот такую форму. Вот. То есть здесь 5, вся 18, но сейчас мне просто желуди я уже плету большего размера, чем раньше плела. Вот. И это тоже 13 сантиметров основания. Дальше у меня 12 стоечек направляющих. Соответственно, я, значит, измеряю окружность. 13 сантиметров умножаю на число π на 3,14. Это получается у меня примерно 40,8 сантиметра. И делю на 12 направляющих примерно по 3,4 сантиметра. И равномерно распределяю. Черчу вот такие направляющие 12 стоек. Дальше. Это все я делаю, конечно, из картона. Вот из такого. Не очень он плотный. Открою, немножко покажу. Вот. Он не очень плотный, не очень толстый. И в то же время он достаточно такой, фиксирует форму. И при плетении тоже это очень удобно. Вот к этому основанию я приклеиваю вот такое ребро, можно его так назвать, основное. Можно сделать еще два варианта здесь. Можно сначала приклеить вот такую центральную форму, центральную такую половинку, так сказать, а к нему уже вырезать еще одну такую же деталь, но разделить ее уже вот эта деталь, еще одна такая же, но разделить ее пополам и потом приклеивать уже вот к оставшимся направляющим, то есть вот сюда, сюда, вот сюда. Вот. Но учитывайте, если вы приклеите сначала центральную направляющую, то за счет того, что картон имеет какую-то толщину, у вас вот здесь пойдет немножко уже смещение. Это обычный лист, конечно, он тонкий, это незаметно. К нему можно приклеивать без каких-либо нюансов. Но картон имеет определенную толщину, и здесь у вас эта форма уже будет выходить за края вашей окружности. Поэтому можно сделать вот таких, нарезать ребер, лопасти, можно их по-разному назвать, и просто вот на горячий пистолет, я пользуюсь горячим пистолетом, вот так я промазываю и приклеиваю.
также делаю следующее ребро. Вот также следующее, следующее, следующее. И все так 12 ребер. Итого получается вот такая форма. Вот. Потом я ее немножко тут еще закрепляю скотчем. Один слой делаю. И сверху вот такой пленкой закрепляю. То же самое я делаю для шляпки. Единственный нюанс: шляпка не должна быть точно такого же размера, 13 сантиметров, иначе она будет одинаковая. Она должна быть чуть больше, чтобы она надевалась на желудь. У меня это на 3 сантиметра больше. То есть для шляпки я делаю диаметр не 13 сантиметров, а 16 сантиметров. Но направляющих, то есть таких же ребер, я делаю также 12, потому что у меня 12 стоечек для подъема. Вот. Ну и в общем-то все. И здесь также вы делаете форму, какую вам нравится. Вот у меня она более такая круглая. Вот. Поэтому вот я такие сделала ребра. Я просто рисую форму, какую мне нужно для шляпки. Вот. Вырезаю ее и потом разрезаю пополам. И вот эти каждую половинку я приклеиваю. Теперь для чего нужны вот эти веревки направляющие? Когда вы будете оплетать, вот эту форму будете оплетать, плетение идет достаточно плотно. И потом достать его, тут не за что зацепиться, когда вы доплетете до края, зацепиться уже будет не за что. И достать форму без повреждений, без деформации, допустим, шапочки, оно плетение довольно рыхлое получается, потому что трубочки влажные, плетение еще такое ходит. Вот. И достать ее будет затруднительно. Поэтому мы пользуемся вот такими веревочками. За счет этих веревочек можно легко так потихоньку, когда я плету, я их направляю вниз и потом за них немножечко подтягиваю и форму достаю. Вот так, таким образом немножко подкручиваю и достаю форму. То же самое и здесь. Вот. Когда я плету, потом я потихоньку вот за эти веревочки подтягиваю и также форму эту достаю. Ну вот, наверное, это все, что я хотела бы вам рассказать о формах для плетения желудя. Это очень все несложно, можно быстро сделать. Она достаточно долговечная, занимает немного места, очень удобно. Надеюсь, кому-то это пригодится. Всем легкого плетения и красивых изделий.